Вижу в ваших глазах справедливый вопрос. Почему вдруг твоей рубрики «Вестерн», который срежиссировал Марлон Брандо? Ну так я вам отвечу. Дело в том, что изначально Кубрик работал над фильмом в качестве нанятого режиссера. Нанял его сам Брандо под впечатлением от предыдущих его картин. Стэнли проработал буквально полгода и был уволен со скандалом, а Марлон продолжил съемку уже из кресла режиссера. Сама история с увольнением и работой над фильмом «Одноглазые валеты» довольно мутная и держалась в секрете вплоть до смерти творца. Но в старости он рассказал своему корешу и по совместительству оператору многих его фильмов, как же все было. Если вы хоть немного слышали о личности культового актера Марлона Брандо, то вы и сами можете понять, почему тандем Кубрик-Брандо не сложился. Эти ребята очень похожи по части перфекционизма. Только для Брандо важен актерский перформанс и качество вживания в роль, а для Кубрика режиссура, картинка и история. И опять же, как и в случае с Кирком Дугласом, ситуация с двумя управляющими на площадке не помогает телеге киноискусства двигаться в одну сторону. Отсюда и получилось то, что получилось. Кубрик рассказывает, что однажды Брандо принес на съемки будильник, который работал каждые 3 минуты. Посадил всех за стол и предложил высказываться по очереди, что их не устраивает сценарий. Когда очередь дошла до Кубрика, он сказал, что это смешно, и за 3 минуты без пол-литра тут не разобраться. Начал перечислять по каждой странице в сценарии, начиная с первой. Тут не так это, на этой странице то. И не успел он дойти до 3-й страницы, как его время вышло. Но Стэнли не замолчал и продолжил. А Марлон хлопнул дверью и ушел. На следующий день Кубрик был уволен. Что примечательно, в фильме появилась сцена, где герой Брандо также ведет отсчет секунд, перебивая помощника шерифа, обещая выстрелить, когда время закончится. Конечно же, конфликты и смены режиссеров почти всегда идут фильмам во вред. И это заметно на примере «Валетов». Я уже не говорю, что актеры, пусть даже такие великие, как Брандо, как правило, не особо хороши в режиссуре. Эту тенденцию можно заметить на примере тех же фильмов Клинта Иствуда. Начинается вестерн довольно неплохо, и вообще момент перехода от одного режиссера к другому прослеживается четко. Нам показывают ограбление банка, два закадычных друга Дэд Лонгворт и Рио по прозвищу Кид занимаются своим обыкновенным делом. После успеха оба едут проматывать деньги на шлюх и выпивку. Причем все это время Рио показан как отъявленный подонок и негодяй. Он кушает бананы во время ограбления, забирает у женщин кольца и потом дарит их своим девкам, говоря, что это драгоценности его усопшей матушки. Ну короче, такой харизматичный бандит, которых мы все так любим. Мексиканские власти находят подельников и бросаются в длительную погоню с перестрелками. Малыш и Дэд оказываются в западне, на горе и с одной живой лошадью. Тогда Кид благородно отправляет Дэда за свежими лошадьми, а сам остается держать позицию. Но ссаный вонючий дед просто съебывает с баблом и оставляет малыша федералу. Тот попадает на бутылку и после 5 лет отсидки сбегает, чтобы отомстить. Вот такая интригующая завязка у нас имеется. Вся эта часть, кроме того, еще великолепно снята. Много дальних панорамных кадров. Но дальше, как вы можете понять, фильм буксует. И буксует серьезно. Связано ли это с увольнением Кубрика или с изначальной пустотой сценария? Сложно сказать. Но я предпочитаю думать, что во всем опять виноват Кирк Дуглас. Ибо пошел он же нахуй со своим прессом. Во второй части фильма ощущается отсутствие кульминации. Нам 2 часа билдапят великое противостояние, которое в итоге происходит на последних 10 минутах фильма. Зато все эти 2 часа мы наблюдаем ряд романтично-рефлексивных эпизодов, где герой Брандо резко превращается в благородного бандита, влюбляется в дочь Дэда и даже хочет завязать с бандитской деятельностью. Все персонажи становятся картонками и карикатурами из любой детской книжки про ковбоя. Конец истории разочаровывает окончательно. Финальная перестрелка у фонтана – это самое нелепое зрелище из всех перестрелок, что я видел. Что-то на уровне той сцены из «Голого пистолета» с моим любимым Лесли Нильсоном. Вы поймете, о чем я. Изначально студия Paramount выделила $150 тысяч на эту картину. И сколько-то вложил сам Брандо. Но процесс съемок вместо 6 месяцев затянулся на 3 года. К Брандо приезжали представители студии и угрожали ему исками, чтобы тот выпустил картину поскорее. А Марлон только больше тратил денег, снимал и снимал. В итоге бюджет картины вырос до 6 миллионов, а Брандо отснял эпик вестерн Elevated драму на 5 часов. К сожалению, студия выдвинула строгие требования, и картину пришлось сократить до 2 часов 10 минут. Что не обрадовало великого актера. Он даже сам говорил, что его персонажи из серых превратились в черно-белых. Возможно, фильм и правда был интересен в 5-часовой версии, но мы этого уже никогда не узнаем. К слову об актерах. В фильм перекочевали несколько актеров из прошлых работ Кубрика. Я заметил 2 на второстепенных ролях. Это неподражаемый Тим Карри, который тут играет мерзкого пьяницу из бара. Он домогается до танцовщицы, но Марлон дает ему пиздюлей и в итоге убивает. И Элиша Кук, который играет тут отважного банкира, которого тоже ждет незавидная судьба.
Сам Брандо в роли Рио, не сказать, что он великолепен, как всегда. Скорее, он выдает даже больше, чем требуется. В вестерне вообще, чем герой одноплановее и монохромнее, тем лучше. Все-таки это развлекательный жанр. И, возможно, Марвон хотел продемонстрировать нам мощную эпическую драму в сеттинге Дикого Запада, переосмыслить канонный вестерн. Но за 2 часа у него это явно не получилось. Была попытка показать, что человек меняется лишь внешне, а внутри он остается все тем же. Дэд, например, будучи бандитом, предает друга. Через 5 лет становится шерифом, ходит в церковь, молится перед едой. Честный семьянин и общественный деятель. Но внутри он остался все тем же лицемерным подонком. Снова предает и использует свое положение для достижения личных целей. Ах да, интересная отсылка к этому кинчику есть в Твин Пиксе. One Eyed Jacks — это название борделя. И даже у Одри Хорн есть фраза: «А разве это не вестерн с Марлоном Брандо?» Автор идеи — сам Щит. Текст читала Хижина.